приступаем к третьей части нашей толстовки. В третьей части мы с вами свяжем вот эту нижнюю часть, которая идет после кулиски. Здесь будет мы будем вязать с вами укороченными рядами и вывяжем такую резинку, закроем ее, да, вот, сформируем. Видео как бы будет подробное, так что поэтому это будет идти отдельной частью. Итак, девчонки, мы с вами встретились в третьей части. Ну, как бы работы кропотливой много, нового много, поэтому все подробненько, да, поэтому 3 части. Ну, итак, да, теперь нам с вами нужно здесь связать вот такую заднюю часть. Сейчас мы будем над этим с вами работать. Я буду вязать другой ниточкой, уже потемнее, видите, то есть как бы в той же цветовой гамме, можно сказать, да, но немножко. Вот достаю я, как всегда, из серединочки ниточку. Нам с вами пригодятся опять наши спицы. Нам с вами нужно с задней стороны, если помните, то во второй части я просила вас специально делать изнаночные перекрещенными, чтобы у нас были выражены вот эти вот наши вот такие вот как бы наклонные, да, петли, чтобы в них потом как раз таки было удобно цепляться нам. Поэтому вот прям так можно набрать на спицу опять то же самое количество петель, которое у нас было. У меня было это 76, я надеюсь, у вас тоже. Вот прям с середины, да, вот отсюда. Опять-таки же, да. И, точнее, вот так это будет, да. Вот у меня, видите, видно вот эта вот дорожечка такая вот. У меня ее видно. Поэтому вот отсюда опять то же самое количество набрать. То есть по 19 петель на спицу. И мы начнем с вами формировать уже дальше нашу попочку. Одели мы все спицы с середины, прикладываем нашу ниточку. Опять давайте оставим хвостик. Может быть, он нам пригодится. Да, может быть, нет. Отрежем. И просто лицевыми петлями провязываем. Ну, девчонки, старайтесь максимально плотненько вязать. Да, не размашисто, а максимально туго. Ну, опять-таки же, без фанатизма. Провязываем мы с вами 4 ряда. Все лицевыми петлями. Ой, да. Провязываем 4 ряда. И встречаемся, как всегда. Итак, девчонки, теперь мы приступаем к очень ответственному моменту. Буду показывать каждый ряд. Попрошу максимально внимательно. Я сейчас нарисую наш план действий. Прикреплю, он будет где-то вот здесь, да, картинку прикреплю. Он будет, но буду проговаривать все, да. Смотрите, мы с вами закроем 7 петель. Это я одну сторону нарисовала, да, один изгиб. С этой стороны, естественно, то же самое, да. Мы будем исполнять, что с одной стороны, значит, симметрично и с другой стороны. Потом 5 петель, потом 3 петли, потом 7 раз по одной, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потом 2 раза по 2 и 3 раза по 3. Вот такой наш план действий. Опять-таки же, кто хочет, тут делает скриншот себе, запоминает, распечатывает, да, куда-то. Кто не хочет, будет смотреть в угол страницы или же слушать меня. Это наши укороченные ряды. Будем сейчас мы с вами творить укороченные ряды. Да, и так, я это убираю, чтобы камера как бы не цеплялась за это, да. Беру наше вязание. Вот мы с вами провязали 4 ряда. Теперь мы с вами вяжем, смотрите, ряд первый. С одной стороны мы сейчас идем и не довязываем до конца ряда 7 петель. Да, работаем, начинаем. Все сейчас мы вяжем просто лицевыми. Не довязываем до конца ряда 7 петель. Смотрите, не довязали мы до конца ряда 7 петель. Теперь мы что делаем?
С левой спицы лицевую переносим на правую, прокладываем нашу рабочую нитку, возвращаем петлю с правой на левую спицу. Все, да? Видите, как получилось? Петлей зацепили мы нашу рабочую нитку. Поворачиваемся и вяжем. Теперь мы будем с вами вязать поворотными рядами. Да, смотрите, поворотными рядами. Вяжем изнаночными петлями. И опять теперь в изнаночном ряду, это у нас изнаночный ряд, мы точно так же не довязываем до конца ряда, также 7 петель. То есть, что мы сделали с одной стороны, сколько не довязали, мы не довязываем и с другой стороны. Да? То есть в лицевом ряду и в изнаночном то же самое. Теперь мы в изнаночном ряду точно так же не довязываем до конца ряда. Начало ряда, вот где наша ниточка, да, где вот середка наша, 7 петель. Точно так же нитка перед работой у нас, как мы вязали с вами изнаночные ряды. Снимаем с левой спицы петлю, обвиваем ее рабочей ниткой и возвращаем назад на левую спицу. Поворачиваемся. Поворачиваемся. Теперь мы с вами не довязываем 5 петель. То есть, смотрите, я иным способом проговорю. У нас с вами было 76 петель. Первый ряд укороченного ряда мы должны были провязать 69 петель, 7 не довязывая, зацепиться и вернуться обратно 62 петли. Зацепились мы. Теперь мы с вами вяжем третий ряд укороченных рядов. Не довяжем мы с вами опять-таки же 5 петель, а провяжем 57. Кому удобнее считает так или считают так. Может быть, кому-то не видно, где мы цеплялись, да, где было вот эта вот, да, зацепочка. Тогда просчитывайте провязанные петли. В этом ряду, третьем ряду, мы вяжем 57 петель. Вот мы провязали с вами 57 петель. Видите, 7 петель мы с вами не довязали ранее. Зацепились мы вот за петельку, да, и 5 петель мы сейчас не довязали. Буду говорить вам так. Опять цепляемся, переносим на правую спицу ниточку вперед, обвиваем петлю, разворачиваемся и вяжем с вами четвертый ряд. В четвертом ряду опять мы с вами в изнаночном 5 петель не довязываем, а провязываем мы с вами в четвертом 52 петли. Просчитывайте, вяжите 52 петли, 5 не довязываем до конца здесь. Опять, вот смотрите, 5 не довязываем в изнаночном ряду, 7 не довязали, теперь 5. Обвиваем ниточка перед работой, снимаем на правую спицу, возвращаем, обвиваем нашей рабочей ниточкой, возвращаем петлю на левую спицу, поворачиваемся. Итак, у нас с вами пятый ряд. В пятом ряду мы не довязываем по 3 петли, значит мы провяжем сейчас с вами 49 петель в пятом ряду. В пятом ряду 49 петель мы провязали с вами. Точно так же нитка за работой. Переснимаем на правую спицу с левой. Обвиваем ниточку, прокладываем, возвращаем на левую спицу петлю. Поворачиваемся. Шестой ряд, изнаночный у нас. Мы провязываем 46 петель. Мы провязали с вами шестой ряд. Опять 3 петли мы не довязываем. Провязали 46 петель. Нитка перед работой, переносим на правую спицу, обвиваем ниточкой и возвращаем на левую спицу петлю. Поворачиваемся, и у нас с вами седьмой ряд. С 7 по 20 ряд вы просчитываете, то есть 7 раз с каждой стороны мы будем не довязывать по одной петле. Или же будем провязывать на одну петлю меньше. Сейчас вот в седьмом ряду нам надо провязать 45 петель, в восьмом ряду 44 петли и так далее.
Я не буду эти ряды показывать подробно, каждый, да, вот мы уже с вами встретимся, когда на спицах, когда провяжем 20 ряд, провяжем, у нас на спицах должно будет остаться 32 петли. Все, и тогда мы с вами уже встречаемся, все делаем аналогично, вы можете себе на листочек писать, как бы меньше, 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 меньше. Я вам просто покажу, как у меня это выглядит. У меня это вот так вот расписано на листочке. Я могу это сделать в электронном виде, могу приложить этот файл. Вы можете, оставлю ссылку и можете себе распечатать его. Но пока это вот так, да. То есть, или же, например, когда уже видео будет готово, естественно, ссылка уже будет прикреплена, вы перед тем, как, да, вот сейчас вот вязать, вы можете распечатать себе как подсказочку, вот так, как я сбоку положить, и ей следовать и отмечать просто кружочком, что вы провязали, или просчитывать. Итак, мы остановились с вами. 7 ряд вяжем, 7 ряд, 45 петель. И продолжайте дальше, встречаемся в 20-м, когда уже провяжем 20 ряд. Провязалось у меня 20 рядов, сейчас у меня в работе 32 петли, как я вам и говорила, да, осталось, сейчас я переверну, просто нужно это сделать аккуратно. Вот что у нас пока мы имеем, да, вот такой вид. Ну, пока непонятно, пока у нас еще нет резиночки, но мы продолжаем дальше работать. Да, вот мы в лицевом ряду, у нас 21 ряд, следуя по нашей схеме, вот по этой, да, остается нам сделать 2 раза по 2 и 3 раза по 3 петли. Значит, 21 ряд у нас идет. 21 ряд мы с вами провязываем 30 петель. Две петли не довязываем, точно так же цепляемся мы за петельку. Так, теперь у нас идет 22 ряд. 22 ряд, ой, мы провязываем уже 28 петель. Значит, 22, 23 и 24 по 2 петли мы не довязываем. Да, сейчас у нас 22, 28 петель. 28 петель, это 22 ряд. Цепляемся также, поворачиваемся. 23 ряд, 23 и 24 ряд, в 23 26 петель, обратно идем 24 петли и встречаемся с вами в 25 ряду. Так, 25 ряд у нас, 25 ряд, будем теперь мы не довязывать по 3, видите, 3 раза по 3 с обоих сторон, поэтому в 25 ряду мы провязываем 21 петлю, в 26 ряду 18, 27 ряд 15 петель мы провязываем, 28 ряд обратно 12 петель. В принципе, можно оставить и так, да, у нас с вами сейчас между, да, 12 петель, вот здесь вот, да, между, ну, в укороченных рядах, можно сделать еще 9 и 6. Но я думаю, что будет достаточно. Если вы хотите, как бы, вы можете еще сделать. Если вас спасут эти как бы 2 ряда, то, пожалуйста, я про длину имею в виду, да, вот длина будет вот такая, ну, еще плюс резинка будет. Мы сейчас будем еще вязать резинку. Я на этом, наверное, ну, вот все, на этом закончу. Это у меня 28 ряд, 28 рядов всего укороченных у нас провязалось. Сейчас нам нужно переходить на резинку. Чтобы перейти на резинку, да, в принципе, можно начать отсюда, да, вот прям где мы закончили, и отсюда начинать как бы вязать уже резинку. Но я хочу попробовать сделать по-другому. Я так не пробовала, хочу попробовать. Если вы со мной, то вперед. Отрезаю я нитку, ну, пусть будет подлиннее, да, как всегда. Вот освобождаю одну спицу, переношу с левой оставшиеся петли, там 6 штук, да, по-моему, да, на правую спицу. То есть, как у нас с вами было в работе, все так у нас с вами и осталось. Хвостик пусть болтается, пока мы его потом уберем.
мы переходим к началу нашего ряда. Ну, я к тому, чтобы, да, вот, чтобы все было, ну, одинаково, опять-таки же, да. И один ряд я предлагаю провязать все лицевыми. Для чего? Это для того, чтобы поднять наши вот эти вот протяжки, да, которыми мы цеплялись, чтобы их не было. Давайте будем поступать следующим образом. В начало ряда опять как бы хвостик пока оставляем длинненький, да, и вяжем весь ряд лицевыми петлями. Можно просчитывать, как хотите, можно не просчитывать. 3, 4, 5, 6. И видите, мы вот дошли мы до нашей вот этой ступенечки. Мы вот эту протяжку мы накидываем на левую, поднимаем ее, накидываем на левую спицу, и ее вместе с лицевой мы ее провязываем. То есть, ой, сейчас мы прячем ее за лицевую. Все, спряталась, да? Едем дальше. Вяжем. Следующее у нас, вот мы об них спотыкаемся. Точно так же поднимаем. И вместе с лицевой ее провязываем. Вот таким образом у нас как бы не будет видно ни ступенек, ни дырочек. И нам так будет удобнее потом разбить это все на резинку 1 на 1. Вот, вяжем, не спотыкаемся, не забываем. Поднимаем все наши вот эти вот, которые мы цеплялись. Тут уже пойдет сейчас на каждый. Не пропускайте, потому что будет потом некрасиво. Вот так мы поднимаем все петли, проходим мы по кругу, и потом мы переходим уже с вами на резинку, кто на какую хочет. 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, там, в общем, ну, как вам, как вашей душе угодно, да, скажем так. Вот смотрите, вот все у нас поднялось, видите, ни дырочек, ни ступенек у нас с вами нету. Все, дальше продолжайте самостоятельно, направление я вам обозначила, да, и резинку, ну, давайте встретимся на резинке, да, как бы здесь особого такого, ну, ничего нету. Ну, резинка, она и резинка, и в Африке резинка, я думаю, все умеют ее вязать 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная, да. Кто хочет, 2 лицевые, 2 изнаночные, на ваш вкус. И по высоте, по ширине вы тоже ориентируйтесь. Но опять-таки же, у кого мальчики, девочки, девочки, у кого мальчики. Не забудьте, что у нас здесь должно быть 12 сантиметров, не больше. То есть, ну, расстояние до нашего причинного места. Скорее всего, здесь вам как бы очень много резинки и не придется провязать, да, я вот про что говорю. У нас вот здесь вот 10, видите, 12. Ну, в общем, как бы вот 2 сантиметра всего резинкой. Это у мальчиков, да. Вот девочки могут вязать, пожалуйста, девочки не ограничены в этом плане. Так что давайте. Ну, вот так. Уже вечер, девочки, понадобился мне дополнительный свет. Темно, ничего не видно. Ну, в общем, смотрите, вот поднялись у нас все наши петли. Да, остается нам с вами просто провязать резинку. Провязать резинку вы решаете, сколько по высоте. Ну, я буду вязать сантиметра 2-3 резиночку, мне кажется, достаточно будет. И закрывать, опять-таки же, вы можете закрыть вот таким же эластичным набором, да, ну, не набором, а закрытие сделать иголкой эластичная, или же... Это у нас было во второй части, да, кто не помнит. Вот. Или же просто эластичным закрыть, как я закрываю. Ну, я вам, естественно, покажу, как я это делаю. Ну, кто вяжет со мной давно, они знают, как я это делаю. Кто впервые, естественно, он это увидит. Резинку я буду вязать 1 на 1. Это 1 лицевая, 1 изнаночная. 3 сантиметра я провяжу. В рядах я не знаю, сколько это будет. Ну, где-то рядов 10 получится. Так, вот, и будем закрывать с вами эластичным краем.
Кто уже хочет как бы закончить со мной общаться, тот уже может самостоятельно все это дальше сделать самим. Вам только останется посмотреть, как это на собаке. Да, девчонки, я забыла, у нас еще с вами рукава. Нам нужно будет с вами рукава. Давайте рукава и капюшон мы перенесем в 4-ю часть. Да? Я думаю, так будет правильнее, потому что мы здесь очень долго с вами тоже прокопались. Да? Ну, опять-таки же, все подробно, и все хотелось, чтобы всем все было понятно. Вот, как говорится, разжевывала, да, ну, в общем, давайте встретимся, скорее всего, может, с кем-то встретимся, может быть, с кем-то не встретимся. Но резинку я буду закрывать и покажу, как я это буду делать. Итак, провязалась нужная высота резинки у меня. Теперь я буду закрывать. В принципе, иголкой можно закрывать, но опять-таки же, кто вяжет из другой пряжи. Я вяжу акрил и хлопок, здесь 50 на 50, и при закрытии резинки мне не нравится, как край себя будет вести. То есть он растягивается и потом не принимает прежнюю форму. А эта часть у нас такая, как бы, знаете, ходовая, одеваться будет, очень часто будет растягиваться. Поэтому для этой пряжи такой край можно, конечно, применить, но когда вы вяжете из другой какой-нибудь пряжи, там шерсть или полушерсть, да, акрил, там другое дело. Для хлопка я считаю, что как бы лучше закрыть вот этим способом, как я сейчас буду делать. Смотрите, лицевую мы провязываем. Изнаночная у нас следующая. Мы делаем накид на себя. Да, как мне сделать, чтобы было видно. Сейчас я лампочку переставлю. Вот так, да? Вот так видно. На себя провязываем изнаночную. Проводим ее через накид и через лицевую, которую провязали ранее. Теперь у нас перед нами лицевая стоит. Мы делаем накид от себя, провязываем лицевую, проводим ее через накид, проводим через ранее провязанную петлю с правой спицы. Все, вот эти два действия мы с вами производим. Изнаночный накид на себя, провязываем, проводим провязанную петлю через накид и через петлю, которая была у нас на правой спице, через нее. Здесь у нас с вами будет образовываться такая вот, как бы такой колосок. Это, кстати, он двухсторонний, что влево, что вправо у него нету, и он при растягивании принимает обратно нужную форму, то есть как бы выполняет функцию действительно резинки. Лицевую накид от себя, провязываем лицевую через накид, через петлю с правой спицы. Все. Таким способом я буду закрывать. Вы, если хотите вот таким способом, то иголкой закрыть вам нужно 2 ряда провязать полой резинкой. То есть лицевые, лицевой ряд, отдельно лицевые петли изнаночные снимать, потом изнаночные лицевые снимать. И так по 2 ряда. 2 таких ряда, а потом уже закрывать. Вот это для тех, кто хочет закрывать все-таки иглой. Ну, все, давайте заканчиваем, да, закрытие резинки. Ну, так вот, в итоге, что у нас в этой части с вами получилось. Вот я закрыла, посмотрите, как красиво это смотрится, аккуратно, и оно растягивается и обратно принимает форму, какую нужно. Вот, да, остается нам, естественно, связать шнурочек, рукава, сюда шнурочек и капюшон. Ну, может быть, придумаем какой-то декор, посмотрим, да? Пока это вот так, на такой стадии. На этом эта часть заканчивается, будет следующая еще часть. И потом уже, естественно, примерка.